Здравствуйте! Вас приветствует команда Смарталия. Я Янина Чучишвили. И я Светлана Чавдар. Сегодня мы решили немножечко расслабиться. Рабочий день, на улице жара, люди все плавают, отдыхают. У нас есть прекраснейший Буачай проект, который, конечно, до конца не доделали, но хотя бы сделали наш пляж очень красивым. И мы решили просто выйти, попить свежего выжатого апельсинового сока и рассказать вам, какая прекрасная жизнь у нас в Анталии. Свет, тебе нравится в Анталии? Мне очень нравится, так как я приехала еще в 97 году сюда. И так и осталась до сегодняшнего дня и буду жить до конца своих лет жизни. Ну, я, конечно, приехала в 2005 году. В Анталию я влюбилась давным-давно, еще в детстве. Фильм у нас был «Чалык-Ушу», да? Птичка, королек, птичка певчая. Да. Это нам приносит свежевыжатый сок. Олечка, покажи, пожалуйста, где она там выдавливает его, чтобы люди тоже видели, как это у нас все делается, что это все действительно выжато сразу. Не в пакетах соки невкусные, а у нас это все вкусно. Вы знаете, сезон в Анталии вообще происходит примерно где-то с конца марта месяца и до ноября месяца. Конечно, наши люди, когда приезжают, особенно из Сибири, им хочется покупаться и в ноябре, и в декабре, и в январе. Естественно, здесь зима не холодная. Здесь 2-3 месяца погоды, примерно, наверное, градусов 15, да, средняя? Да, средняя температура плюс 15 градусов. За все время, вот сколько я здесь живу, была только одна единственная зима холодная, это в прошлом году. Действительно, какая-то аномальная зима была, какие-то вихри у нас здесь крутились, сносило деревья, крыши, все, вообще землетрясения, какие-то толчки, вернее, доходили до нас, до Анталии, небольшие, но доходили. А потом резко все как бы устаканилось, да, жара началась, и у нас получается, что лето в этом году вообще позднее, оно только-только пришло. Если хотите на лето, быстрее приезжайте к нам, у нас здесь очень обалденно. По новой набережной много кафешек. Прекрасная беговая дорожка, плюс к этому прекраснейшая дорожка велосипедная. Здесь столько людей катается на велосипедах, взрослые особенно, все, кто пенсионеры, все переезжают, и здесь все поправляют свое здоровье. Вы знаете, Анталия такой шикарнейший город, мое любимое слово. Да, Света? Согласна. А еще у нашей Светы есть дача, 50 километров от Анталии. Туда ехать вообще, да, в горах, туда ехать вообще красотища безумная. И когда мы приезжаем на эту дачу, представляете, птички поют, что-то там какие-то жучки стрекочут. Муж Светы нам всегда мангальчик разжигает, всегда мясо вкусно готовит. Мы просто отдыхаем душой и телом, потому что в Анталии у нас влажность. Влажность, конечно, для, особенно у кого есть астма либо бронхит, это очень-очень полезно, вылечивается. А в горах у нас уже нет ни влажности, ничего. Да. Там у Светы яблоки, груши, свой сад, да, персики, что там у нас еще есть, грецкие орехи, клубника. Всё. Клубника у нее в этом году была вот такая маленькая, но сладкая-сладкая, до безумия просто. Знаете, вообще про жизнь Анталии можно рассказывать очень-очень много. Нашему оператору тоже сок пришел. Вот так вот там еще пожелали приятного аппетита. Вообще турки очень гостеприимный народ. Кто бы как ни говорил, там бусурмане, там еще чего-то на них. Неправда. Я вам хочу сказать, что переехавши 15 лет назад в Турцию, я никогда не видела такого расположения, такой доброты к людям, как это есть у турков. Да, у них свой менталитет, у них свое что-то в жизни существует, какое-то свое понятие жизни, культура, все остальное, но они настолько любят нас с постсоветского пространства, я вам даже об этом объяснить не могу. И если, допустим, наши могут здесь, как и у себя на родине, пройти, не помочь человеку, то турки, наоборот, только увидят, что человек просто вот, они сразу: вам помочь? Что-то случилось? Могут скорую вызвать, могут помочь чем-то, могут у себя на ночь расположить, если вы остались вдруг без крова или еще чего-то, чего-нибудь. Турки – это очень замечательный народ. Я даже вам скажу больше, что они, наверное, нам нужно поучиться у них, как вообще жить, как воспринимать мир.
Ведь у них, представляете, вот Анталия – это вообще туристический город. Представьте, как нам нужно работать, когда все на пляже отдыхают, загоревшие, боже, все на таком расслабоне. А нам работай, работай. Но естественно, что мы работаем только для вас. Это другой вопрос. Свет, расскажи, пожалуйста, вот у меня к тебе такой вопрос. Вот твои ощущения работы. Ты работала на строительной фирме, теперь ты работаешь у нас как бы в риэлторстве. Скажи, у тебя бывает такое вот расслабление? Вот, ну, не хочется работать, хочется, вот посмотришь на туристов, да, идут на море, там им так классно, хочется куда-то отдохнуть. Нет, ну, конечно, хочется расслабиться, точно так же, как и туристы, куда-то съездить, отдохнуть на корабле, либо в другой какой-то город, пригород. Но работа есть работа. Сейчас нужно думать о заработке, так как у меня 2 деток, их нужно обучать, поставить на ноги. Будет время, буду я тоже отдыхать. Вот у нас у Светы муж турок. Муж, конечно, замечательный. Все говорят, ой, турки такие рысяки. Неправда. Вот я даже один пример могу привести. Это Свет и муж. Он действительно мужчина, который с большой буквы мужчина. Вот скажи, как ты отдыхаешь с мужем? Вы часто ходите в театр? Да. Вы часто ходите в кино? У них часто романтик. Он такой действительно на турка вообще не похож. Как-то недавно, помнишь, мы были на даче, он говорит, я, если приду в следующей жизни мужчиной, женюсь обязательно на белоруске. Мы, конечно, обрадовались, то, что к нам такая любовь. Да, нам просто обоим повезло. И ему со мной повезло, и мне с ним повезло. Так свела судьба нас, и я благодарю за это Бога, за то, что вот мы сошлись. Дай Бог, все в жизни у нас дальше все хорошо будет. Вы же живете в Анталии все время? Да, мы живем все время в Анталии. Сам он у меня с Анкары, но он тоже очень как бы рад, что переехал в Анталию всей своей семьей, его родители, его братья, то есть все они были в Анталии. Да, немножко было сложно на первый период, потому что совершенно другой климат. Если мы тоже из Беларуси, у нас более прохладный климат, то в Анкаре тоже, как ты знаешь, почти одинаково, что и с Беларусью. Да, Анкара очень похожа на Беларусь. Да, я недавно очень, была очень. в консульстве у нас в белорусском. Кстати, для всех белорусок. Теперь вы можете все документы и паспорт даже свой поменять в белорусском консульстве в Анкаре. У нас вот такой консул. Реально обалденный. Человек, который даже по телефону даст полностью всю информацию. Не бойтесь, звоните сразу в Анкару, в наше консульство. У нас даже некоторые русские нам сказали, нам бы такого консула, как ваш. Да, по всем вопросам всегда можно к нему обратиться за свой Он молодец. весь период Он проживания всю здесь в Турции. Я все решала вопросы через консульство. На сегодняшний день пока никаких проблем не было, не вызвалось таких проблем. Я вот паспорт недавно меняла. В мае месяце, как бы мы созвонились с консульством, мне говорят, да, где-то до 6 месяцев делают паспорт, так у вас прописка в Беларуси, там 3-10. И представляете, ровно через 2 месяца мне пришел паспорт. Звонит консул, говорит, Янина Витальевна, у меня для вас хорошая новость. Я говорю, что ехать за паспортом? Да, едьте за паспортом. Очень быстро, да, все документы очень быстро подготавливает, без всяких вопросов. То есть мы очень довольны своим консульством. Свои репортажи мы будем продолжать дальше. Рассказывать про нашу жизнь, как мы здесь живем, чем дышим, как питаемся, что у нас вообще происходит в жизни, потому что наша работа риэлтора действительно нелегкая, работать с людьми очень тяжело. Просто изначально мы как бы сейчас решили, что нужно потихоньку вас вводить в курс дела, что такое Анталия, как в ней проживается. Здесь действительно релакс, полный релакс. Мы ждем вас на Средиземном побережье Анталии. До встречи!